Добрый день, уважаемые друзья и подписчики. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 1 июня 2026 года. Я нахожусь в Болгарии. Переехал сюда несколько лет назад и с тех пор помогаю желающим украинцам решать вопросы легализации, защиты прав, адаптации в новой стране. На моем канале мы говорим только о реальных вещах, без воды и пустых обещаний. И сегодня мы разберем одну из самых актуальных и волнующих тем для мужчин, украинцев. Тему мобилизация и выезд из Украины в 2026 году. Актуальные правила. Плюс как легально и безопасно оставаться в Болгарии. Тема очень острая, поэтому я буду опираться только на официальные источники по состоянию на начало июня 2026 года. Все может немного меняться, поэтому в конце я расскажу, где проверять свежую информацию. Давайте разбираться спокойно и по порядку. Но перед тем, как начать, я хочу выразить свое уважение к нашим защитникам, к защитникам Украины, именно тем из них, которые являются русскоговорящими защитниками, и несмотря ни на что, несмотря на то, что их оскорбляют различные там субъекты, по признаку языка называют русский язык вражеским языком, всячески унижают. И несмотря на это, эти наши герои, русскоязычные воины ВСУ, защищают свою родину, свое отечество от российских оккупантов. Примите мое уважение, друзья. Итак, к нашей теме. Военное положение и общая мобилизация в Украине были продлены до 2 августа 2026 года. Это уже 19 или 20 продление с начала полномасштабного вторжения. Президент Зеленский подписал соответствующие законы в конце апреля 2026 года. Это значит, что ограничения на выезд мужчин призывного возраста продолжают действовать. Запрет на выезд касается в первую очередь мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть важные возрастные и категориальные нюансы, о которых многие не знают или знают не точно. Важный момент. Мужчины от 18 до 22 лет до дня наступления 23-летия имеют больше возможностей для выезда. Это изменение, которое начало работать с прошлого года, и оно действительно упрощает жизнь молодым людям, которые не имеют боевого опыта или специальной подготовки. Для мужчин от 23 до 60 лет выезд ограничен жестко. Пересечь границу можно только при наличии четких законных оснований. И сейчас мы разберем их подробно. Итак, кто из мужчин от 23 до 60 лет может легально выехать из Украины в 2026 году? Основные категории, которые дают право на выезд по состоянию на июнь 2026. Первое. По состоянию здоровья. Инвалидность любой группы или признание непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии ВЛК. Это одно из самых частых оснований, но требует качественной медицинской документации. Следующая категория – семейные обстоятельства. Отцы троих и более несовершеннолетних детей до 18 лет. Также одинокие отцы, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Опекуны
и попечителей детей, оставшихся без родительской опеки. Третья категория – уход за больными. Мужчины, которые осуществляют постоянный уход за тяжелобольными родственниками, родители, жена, дети с инвалидностью. И здесь также нужны медицинские заключения и решения органов опеки. Четвертая категория – бронирование. Это критически важные специалисты на предприятиях, в государственных органах или критически важных компаниях. Условия – это официальное бронирование и зарплата не ниже 3 минимальных зарплат. Пятая категория – специальные профессии. Это водители-волонтеры с подтвержденными поездками, моряки, спортсмены национальных сборных, артисты и культурные деятели при наличии специальных разрешений от министерств. И другие гуманитарные основания. Обучение за границей для определенных категорий, лечение, смерть близкого родственника, сопровождение тяжелобольных и так далее. Каждый случай требует пакета подтверждающих документов. Крайне важное предупреждение. На границе сейчас очень тщательно проверяют данные через приложение «Резерв Плюс», военный билет и реестры. Любые попытки выехать с поддельными документами или обойти правила – это уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Я не рекомендую рисковать своей свободой. Лучше работать в правовом поле. Теперь, если вы уже находитесь в Болгарии, что с вашим статусом? Большинство украинских мужчин, которые сейчас живут в Болгарии, находятся здесь по временной защите. Это временно закрыло – Temporary Protection. Отличная новость. Болгарское правительство продлило временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года. Это решение Совета министров Болгарии в соответствии с директивой ЕС. Что это дает на практике? Во-первых, право легально находиться в стране. Во-вторых, возможность официально работать без дополнительного разрешения. В-третьих, доступ к медицинской помощи. В-четвертых, образование для детей. И, наконец, некоторые социальные выплаты. Важно, что перерегистрацию и получение новой карты нужно было пройти до 30 апреля 2026 года. Если по уважительным причинам вы это сделать не успели, можно сделать это позже в агентстве по делам беженцев. Но не затягивайте, потому что без актуальной карты могут возникнуть проблемы с работой, банками и полицией. Как легально оставаться в Болгарии дальше? Реальные варианты на 2026-2027 годы. Временная защита – это хороший мост, но она не вечная. Поэтому разумно уже сейчас думать о переходе на более стабильный статус. Вот самые рабочие варианты именно для мужчин-украинцев. Первый. ВНЖ по работе. Это самый популярный путь. Находите болгарского работодателя, заключайте трудовой договор. Даже если вы уже работаете по временной защите, переход на обычный ВНЖ дает больше стабильности и возможность продлевать статус годами. Второй вариант. European Union Blue Card. Голубая карта Европейского Союза для квалифицированных специалистов. Если у вас высшее образование, опыт работы по специальности и предлагаемая зарплата выше определенного порога, это отличный европейский вариант. Позволяет работать в любой стране ЕС со временем. Третье. Открытие собственного бизнеса. Регистрируете болгарское ООО. Налог на прибыль здесь всего 10%. Один из самых низких в Европе.
Это не только основание для ВНЖ, но и реальная возможность развивать дело. Многие украинцы успешно открывают IT-компании, туризм, торговлю или услуги. Четвертое. Воссоединение с семьей. Если ваша жена или дети уже имеют ВНЖ, ПМЖ или болгарское гражданство, вы можете присоединиться к ним. Пятое. Обучение. Поступление в болгарский вуз на очную форму дает ВНЖ на весь период учебы. Это популярно среди молодых мужчин. И шестое. Другие основания. Это инвестиции в недвижимость или экономику, особые заслуги перед Болгарией. Эти пути сложнее, но тоже работают. Через 5 лет непрерывного легального проживания можно подавать на постоянный вид на жительство ПМЖ, а потом и на болгарское гражданство. Но для воссоединения с семьей там несколько другие правила и сроки укороченные. Теперь практические советы, риски и как избежать ошибок. Если вам пришло уведомление из ТЦК, и вы находитесь за границей, не паникуйте и не игнорируйте его полностью. Лучше проконсультироваться с юристом перед любыми действиями. Даже из Болгарии старайтесь обновлять данные в Резерв Плюс. Это помогает избежать лишних вопросов. Возвращение в Украину сейчас для мужчин от 23 до 60 лет без оснований несет серьезные риски. Многие, кто вернулся, потом жалеют. Работайте только с проверенными документами, избегайте сомнительных помогал на границе или в миграционных вопросах. Ведите учет всех своих документов, трудовые договоры, контракты, медицинские справки. Это ваша защита. Друзья, главное правило – это иметь план Б, В и Г, чем полагаться на временную защиту. Многие мои клиенты успешно перешли с временной защиты на работу или бизнес. И сейчас чувствуют себя гораздо спокойнее. Если у вас есть конкретная ситуация, пишите в комментариях. Можно анонимно. Пишите также на Viber, в Telegram. Номер в описании под этим видео. Я постараюсь дать вам хорошую консультацию и направление. Также вы можете записаться на индивидуальную консультацию и попросить меня помочь вам с оформлением ВНЖ, открытием компании и защитой прав в Болгарии. Давайте подведем итог. Мобилизация и военное положение продолжаются в Украине до августа 2026 года. Выезд ограничен, но легальное основание существует. В Болгарии временная защита дает надежную поддержку до марта 2027 года. Но уже сейчас стоит думать о долгосрочной легализации через работу, бизнес или семью. Я верю, что каждый человек имеет право на безопасность и спокойную жизнь. Берегите себя, своих родных и близких. Если видео было полезным, поставьте лайк, поделитесь им с теми, кому это может помочь. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. В следующих видео мы разберем налоги для украинцев в Болгарии, открытие бизнеса, покупку недвижимости и семейные вопросы в международном формате. И еще раз хочу выразить свое уважение к воинам ВСУ, особенно к русскоязычным воинам ВСУ, которые защищают Украину от российской оккупации, несмотря на то, что
они подвергаются оскорблениям за свой язык, который называют вражеским. Эти оскорбления, друзья, идут от пятой колонны псевдопатриотов Украины. Так что не смущайтесь, мое вам почтение. С вами был юрист Валерий Табаков. Берегите себя и до новых встреч в следующих видео.